Итак, как вы уже поняли, это вторая часть нашего небольшого исследования. Если вы не смотрели первую часть, то обязательно посмотрите сначала ее, иначе вам будет непонятно, о чем речь в этой части. В ней мы уже разобрали, что не так с теорией всемирного потопа, произошедшего около 300 лет назад, разобрали ситуацию с засыпанными городами по всей планете, и узнали, как к этому относятся кладоискатели и почему они являются важным элементом всей мозаики. И начнем мы наше путешествие, друзья, с Аргентины. Поехали! В принципе, возможно, вы уже его помните из прошлых видео. Это мой хороший друг, канал Эмигранте. Его зовут Андрей, и он уже 15 лет живет в Аргентине. Так вот, недавно он тоже заинтересовался подобной тематикой. У них есть кое-что поинтереснее, и сейчас я вам покажу, что именно. А интересуют нас, друзья, вот эти видео. Это не все видео на эту тему, у него есть еще, но давайте посмотрим вот это. Вот, друзья, где находится это место. Посмотрите внимательно на эти склоны. Особенного ничего про них сказать нельзя. Но склоны и склоны, правда, очень похожи на глину. И вы, в принципе, не ошибаетесь. Это и есть глина. И как раз глина такая, которая образуется при цунами и прохождении огромных потоков воды по суше. Вот на этом фрагменте вы видите сам берег океана. Причем, посмотрите внимательно на именно землю. Вот этот обрыв, он состоит полностью из глины, перемешанной с камнями и костями различных животных, а возможно и не только. Посмотрите внимательно на структуру этой стены. Вот это как раз стопроцентная глина, которая образуется при каких-то наносах. Очень похоже на глину в засыпанных городах, не правда ли? Разница только в том, что находится это место не в городе, а далеко за его пределами. А именно, вот из подобного материала состоит весь океанский берег в том районе. Он абсолютно везде перемешан с костями и камнями. Плюс попадаются какие-то фрагменты растительности. А вот более наглядный фрагмент подобного места, который явно показывает, что это явно не простая земля, а что-то, что принесено водой. Сейчас океан активно подмывает тот фрагмент береговой линии. А мой друг, как и я, любит поиск с металлоискателем, и поэтому ходил по пляжу, который находится здесь, внизу. Сейчас там прилив, и его не видно. Но именно в процессе этого занятия он и обнаружил кости, которые находятся прямо вот в этом берегу. А вот фрагмент уже из другого видео по той же теме. Если вы присмотритесь, то увидите, что к океану спускается лестница, но она до океана не доходит. Она примерно на расстоянии 2 метров от уровня воды обрывается. Тут ясно заметно, что происходит подмывание береговой линии, и вследствие этого океан вымывает все, что раньше находилось под этими склонами. Если же спуститься пониже, то ясно видно структура этого берега. Он абсолютно полностью на 100% состоит из глиняных наносов, в которых и находятся кости. А сейчас давайте посмотрим на вот эту лестницу, но уже снизу. Тут место особенное, тут надо именно время выбрать. Я даже не знал, что здесь лестница есть. Так? Посмотрите, лестница просто не доходит до океана, она обрывается на высоте больше человеческого роста. Это тут даже не 2 метра, тут больше 2 метров. И опять же, обратите внимание на структуру берега. Это стопроцентная глина. Но здесь ясно видно, что это явно было какое-то цунами. И причем пришло оно с противоположной стороны. Не со стороны океана, а с противоположной стороны континента. В противном случае таких отложений бы здесь на берегу не было бы. Чтобы просто понять, как вообще это выглядит в общем, я сейчас вам покажу одно из последних видео моего друга, который заснял это же место с высоты птичьего полета с дрона. Давайте посмотрим. А теперь посмотрите, вот оно, это место уже с дрона. Посмотрите, как оно выглядит. Это явно осадочные породы, которые образовались после прохождения водного потока. Это уже на 100% видно. Чадочки, спокойно. Посмотрите. Влетел в деревья, если честно. Ну, это первое. Только потом позволил его вытащить сюда и выпустить в океан. И честно, сердце в пятки уходило, когда это видел. То есть вы видите, абсолютно вся береговая линия
в Аргентине в этом месте состоит из таких пород, из осадочных пород, которые сейчас активно вымываются океаном, а в них находятся кости. Просто кости окаменевшие и не очень, но там просто везде, где ни ковырни, находятся чьи-то кости. Мой друг даже там кость динозавра выкопал. Короче, если кому интересно, то опять же заходите на канал Эмигранта и смотрите, там все это очень подробно обрисовано и есть над чем подумать. Для чего это в нашем видео? Ответ очень прост. Если на европейском континенте картина выглядит одним образом, а именно, что города почему-то засыпаны на глубину от 5 и более метров, в то же время нет подобных береговых отложений, причем даже на берегу морей и океанов. Не говоря уже о территориях, которые находятся за пределами городских областей, то американский континент, он показывает абсолютно другую картину. Как вы уже сейчас видели, здесь явно наличествуют наносные отложения, которые могли образоваться только после прохождения огромных водных масс, а именно цунами. Причем, судя по вот этому берегу, который мы сейчас видели, цунами пришло не с этой стороны океана, абсолютно с другой стороны, прошло через весь континент и ушло в этот океан в сторону моря. То есть потоп явно был, опять же об этом никакой информации. С другой стороны, хотя кости нам показывают, что они очень древние, даже окаменевшие, а это быстро не происходит, но почему-то, опять же, нет абсолютно никакой растительности на берегу и никакого чернозема. Смотрите, тут просто идет глина, а сверху очень тонкий слой земли, более-менее плодородной, и трава. Деревьев нет. Ту же картину мы видим, если перенесемся в те же США и посмотрим на находки наших комрадов-кладоискателей из Соединенных Штатов Америки. Сколько видео я не смотрел, абсолютно все места, ну не абсолютно, но 90% случаев, места, в которых они что-то находят, это глина. Там глина идет сверху. Тонкий слой земли и под ней глина. И в этой глине они находят находки. Но опять же, находок там особо древних нет. Самые ранние это монеты 1700-х годов. Начало 1700-х годов. То есть, здесь уже возникает довольно интересная ситуация, что вроде как нет растительности, и везде глина, и находки тоже не особо древние, но почему-то информации об этом опять же нигде нет. Странно, да? И вот такая картина происходит далеко в северном направлении, примерно до Среднего Запада США, но это не точно. Я на самом деле еще пока не интересовался землями Америки в этом плане, но судя по видео с мест раскопок наших комрадов, это именно так, потому что вся земля рыжая, вот как здесь, она просто рыжая. Там у них вообще нет чернозема, вообще. Возьмем, например, канал Nugget Noggin, это американский канал, человек, который тоже занимается поиском с металлоискателем, но и многими различными вещами, которые я смотрю. У него много подобных видео, ну вот, например, давайте посмотрим вот это. Посмотрите, какого цвета здесь земля. Это не чернозем, как в России или в Европе. По всей Европе, по всей Англии, по всей России все находки, в том числе и древние, находятся на поверхности. И находятся они в черноземе. В то же время, если рассматривать Соединенные Штаты Америки или Южную Америку, то мы видим абсолютно другую картину. Здесь находится, почти по всей территории находится рыжая земля, то есть глина и ее производные. Вот, кстати, тоже интересный фрагмент. Сейчас у него в руках находится древний кремниевый наконечник стрелы. Но посмотрите опять же на землю. Это не чернозем, это песок. Почему здесь песок? Вот это уже вполне укладывается в картину потопа. И такие вещи, они вполне могли быть принесены откуда-то из других областей. Потом остаться просто в этом песке. Это вполне возможно. А посмотрите вот на этот вид. Тут просто никаких комментариев вообще не надо. Земля абсолютно везде рыжая. Посмотрите, земля везде рыжая. Это глина или ее производные. А теперь переносимся в лес, друзья. И, как вы видите, здесь у них в лесу абсолютно такая же ситуация. Растительность только тонкая, толстых деревьев нет вообще, а вокруг просто везде глина. Да, вы скажете, что это может быть просто ручей. Но, во-первых, я вам только что показывал другие места, где абсолютно такая же ситуация. А во-вторых, ручей глину нанести не может. Он может ее только промыть, что он, собственно говоря, и сделал. Потому что, как вы видите, глина находится еще глубже.
Если вам интересно, если вы знаете английский, то вы сами можете поискать другие каналы, и почти на всех из них будет абсолютно такая же ситуация. А уж я их повидал немало, можете поверить. Но вы и сами можете это увидеть, если посмотрите. То есть, что мы видим? С одной стороны, если рассматривать только Европу и Азию, то у нас вырисовывается такая картина, что города занесены толстым слоем глины или чего-то похожего, но за пределами городов этой глины нет, там чернозем. Причем эта ситуация наблюдается абсолютно везде. В России, в Сибири, в Европе, в Англии. Посмотрите любые видео из подобных мест, и вы увидите абсолютно идентичную ситуацию. Люди, которые выкапывают находки, находят их сверху. Потому что современные металлоискатели пока что не способны видеть мелкие металлические объекты глубже, чем 50 сантиметров. Есть, конечно, исключения, но в принципе вам они не нужны. Если вам интересно, почитайте в интернете. Но основная масса металлоискателей находит предметы именно на глубине до 50 сантиметров. Причем находки абсолютно различных периодов, начиная от современных и заканчивая античными монетами, которые имеют по несколько тысяч лет истории. Странно, да, для потопа? С другой стороны, если мы будем рассматривать американский континент, причем оба этих континента, то там вырисовывается абсолютно противоположная ситуация. Мы наблюдаем очень мощный слой осадочных пород из глины или чего-то похожего, перемешанный с костями, перемешанный с камнями, причем это наблюдается абсолютно во всех частях. На берегу океана, в лесу, в полях. А если вы вспомните еще и фото Вашингтона, которые мы сейчас смотрели, где Капитолий раскопан почти на 20 метров вглубь, и там все та же глина. Тут становится все еще интереснее. А знаете, друзья, что еще более интересное? Я очень много общаюсь с комрадами из Америки, из Южной Америки. И так вот, у них очень-очень большой удачей считается найти хоть какую-нибудь находку конца 18 века. В то же время ничего более раннего у них из металла найти не получается. Конечно, здесь можно сапеллировать к официальной версии, которая утверждает, что это время было временем колонизации Америки, а у коренных жителей Америки предметов из металла почти не было. Но эта версия на самом деле не выдерживает никакой критики, потому что любая цивилизация абсолютно всегда должна иметь какие-то предметы из металла, она не может не пользоваться металлом. А тут так получается, что как бы началась колонизация, и вроде бы ничего у коренных жителей Америки не было, но именно в то же время откуда-то взялся мощный слой осадочных пород, причем не только в городах, а на всей территории обоих американских континентов при полном отсутствии плодородного слоя. А тот плодородный слой, что есть, очень тонкий. Вот и получается, что версию с потопом на самом деле полностью отбрасывать не стоит. Если она и несостоятельна для Европы, то вот в случае Америки она подходит идеально. И причем как раз период тот, о котором говорят все альтернативные историки, то есть примерно 200-300 лет назад. А вам не кажется это подозрительным? И ведь это еще не все, друзья. Мало того, когда я пытался найти хоть какую-то информацию о закопанных городах и странных осадочных породах в англоязычном интернете, угадайте, что я нашел? Я не нашел абсолютно ничего. Такое впечатление, что либо этот сегмент сети кто-то тщательно вычищает, либо люди просто не задумываются там о подобных вещах. Во что мне верится очень слабо, потому что, что бы там ни говорили, но в той же Америке люди живут не глупее, чем здесь. Это я вам точно могу сказать, так как общаюсь со многими из них лично. Более правдоподобное объяснение подобному феномену может выглядеть так, что русскоязычный сегмент интернета просто не особо интересен тем, кто занимается чисткой неугодной информации, как по сравнению с англоязычным. И поэтому у нас можно найти информацию на подобные темы, и ее довольно много. Хотя не стоит отбрасывать и тот вариант, что я просто тупой и очень знаю плохо английский язык, и поэтому тупо не нашел. Почему нет? Но, несмотря на то, что факт мирового потопа все-таки я считаю несостоятельным, но засыпанные города отлично укладываются в другую теорию. А именно, что засыпанные города, разрушенные старые здания и погребенные под землей полноценные этажи – это не последствия потопа, а последствия какого-то другого процесса. Возможно, воздействие какого-то оружия, о котором мы сейчас
не знаем, либо не помним, либо упоминания об этом были стерты. Если рассматривать эту версию как основную, то все факты идеально выстраиваются в цельную картину. В любой войне первоочередными целями будут, конечно же, не леса, не поля, не горы и не какие-то безлюдные местности, а именно какие-то компактные участки местности, на которых проживают люди. А это как раз города. И вот в этом случае засыпанные города по всему миру, они сами по себе просто будут являться стопроцентным подтверждением подобного процесса. То есть вся вот эта земля, все, что было засыпано, это не последствия потопа, а именно последствия воздействия какого-то оружия. Точно не ядерного, потому что сама природа ядерного оружия не дает таких эффектов. За примерами далеко ходить не надо. Возьмите, пожалуйста, Чернобыльскую зону отчуждения. И какой же вывод можно сделать из всего этого? Теория мирового потопа, происходившего либо в 19 либо чуть раньше веке, она на самом деле не выдерживает критики. Точно так же, как и теория атомной войны каких-нибудь 17 веков. Но в то же время факты определенно указывают на то, что в то время произошла какая-то глобальная катастрофа, которая, скорее всего, уничтожила предыдущую цивилизацию на этой планете, и следы которой сейчас упорно скрываются официальной наукой. Меня реально заинтересовала эта тема, а учитывая те факты, о которых я уже говорил ранее по поводу того места, где я живу, и о котором я сниму еще видео, я определенно буду продолжать исследовать этот вопрос. И надеюсь, вам тоже было интересно посмотреть на такой небольшой анализ. Ведь несмотря на то, что многие выстраивают стройные и вроде бы логичные теории потопов, но почему-то никто, абсолютно никто не обратил внимания на такой маленький момент, как простые кладоискатели, которые своими находками явно показывают, что дело явно не в потопе. Конечно, я не вижу в этом ничего плохого. Скорее всего, эти люди, которые увлекаются альтернативной историей, они просто не занимаются этим хобби. Поэтому я не удивлен, что они упустили этот момент. Но я, как человек, всю жизнь интересовавшийся подобными вещами и сейчас занимающийся этим хобби, мне вот этот факт и вот эта теория потопа, она сразу показалась очень странной. Поэтому я решил провести вот это вот небольшое исследование и объяснить, почему я считаю, что версия о потопе 19 века несостоятельна. А если у вас есть какие-то интересные данные на эту тему или вы хотите что-то рассказать, то обязательно пишите в комментариях. Мне будет интересно узнать об этом. С вами был V92. Всем удачи и увидимся в следующем видео. Пока!